Добрый день, доброе утро всем, дорогие друзья! А сегодня мы с вами направляемся в храм Хатшепсут. Отправляемся тоже своим ходом. Мы прибыли в храм Хатшепсут, прошли по такому вот базарчику, и впереди храмовый комплекс. Так, 140. стоимость билета 140 дирхам, $10. Фунтов. Ой, 140 фунтов, $10 с человека. 280. Россия, Russia, good, Good, fantastic. Russia good. Very beautiful. Да. Good. Thank you very much. Looks so good. Yeah, thank you. Итак, ребята, вот мы приобрели билетики. Сейчас покажу, как они выглядят. Вот так они выглядят. Так, и такой вот код. И сейчас мы будем проходить. Опять контроль. Видите, жесточайший контроль. Сумки проверяют, все проверяют, проходит все через сканер. Вот так вот выглядел этот храм, когда был построен. Прошли контроль, до храма возят вот такие вот машинки, паровозики, трактора, непонятно что, ну довозят одним словом. Минуту назад я показывал, как он выглядел, когда был построен. Сейчас он выглядит вот так. Ребята, смотрите, увидел в скале, посмотрите, идут раскопки полным ходом. Значит, там тоже были какие-то вот захоронения. Что-то вот ищут постоянно. Но тоже так вот впечатляет. Такая массивная стена, реально такая массивная. И в стене находится сам вот этот вот храм. То надо было его так воздвигнуть. Посмотрите, люди на втором ярусе находятся. Какие они маленькие. Храм Хатшепсут занимает одно из важнейших мест среди всех достопримечательностей Египта. Это величественное строение расположено в основании отвесных скал Дейр-эль-Бахри. О значении храма Хатшепсут можно судить по тому, как его называли в древности – Джессер-Джессеру или священнейший из священных. На его строительство ушло 9 лет – с 1482 по 1473 год до нашей эры. Стоит отметить, что внешний вид храма сильно отличался от всех масштабных зданий того времени своей воздушностью и большим количеством скульптур. Храм Хатшепсут не выглядит столь грозно, как многие другие египетские достопримечательности. Так, храм Хатшепсут. Но это не гробница, а храм. Саму Хатшепсут нашли в долине царей. Но зато вот слева, получается, вы видите, там ведутся раскопки. Недавно нашли около 40 мумий. Хотя здесь, я так думаю, их находят. Посмотрите, я вот склон горы показывал. Реально, все идет раскопки. Сама Хатшепсут правила, насколько мне не изменяет память, по-моему, 19 лет. И умерла в возрасте 50 лет. И, как утверждают последние исследования, что, можно сказать, она убила сама себя, она вырвала зуб коренной, чем занесла инфекцию. И от этого скончалась. Но тоже это, как бы, все так это... Вроде провели исследования, но не доказано на 100%. Женщина-фараон Хатшепсут – это одна из первых известных дам в мировой истории. Помимо того,
что Хатшепсут была прекрасным правителем, она еще и понимала ценность искусства и воздвигла огромное количество памятников по всей стране. Кроме того, она восстановила разрушенные достопримечательности. Больше Хатшепсут строил только Рамсес II Мириамон. Во время ее правления Египет процветал. Хатшепсут была настолько сильной личностью в прямом и переносном смыслах, что даже лично возглавила один из военных походов во время своего правления. Удивительно, но место для храма Хатшепсут было выбрано не случайно, а с помощью точных расчетов. Он находится на оси Карнакского храма Амона и в то же время очень близко от гробницы, которая была предназначена для самой Хатшепсут, в долине царей с другой стороны горы. Над созданием этого храма трудился главный зодчий Синин Мут. Сейчас храм Хатшепсут находится практически в пустыне. Поблизости нет ни одного дерева. А когда-то эта территория была настоящим садом с экзотическими растениями и бассейном. Фрески на стенах храма рассказывают о времени правления Хатшепсут, происходивших событиях. Здесь можно увидеть и сцены из жизни и изображения богов. В период раннего христианства в храме располагалась Коптская церковь. Спустя многие годы строение превратилось в руины. Египтолог Эдуард Навиль в 1891 году первым из всех ученых начал реконструкцию храма. Правда, он не особенно верил в успех. Восстановить храм Хатшепсут было крайне сложно, поскольку многие детали достопримечательности были вывезены из Египта. Но благодаря стараниям польских реставраторов храм все-таки удалось возродить. Кстати, работы по восстановлению идут до сих пор. Имейте в виду, что храм Хатшепсут расположен практически в пустыне, и температура воздуха очень высокая. Комфортнее всего посетить эту достопримечательность зимой, весной или осенью. В любом случае стоит взять с собой побольше воды и одеться в удобную одежду. Вот здесь вот, наверное, нашли около 40 захоронений. Как бы ведутся активно раскопки. Так. Заходим. Так, а вот Hello. hello. I am so sorry. Hello. No, here. А. Here. Так, а это вот, ребята, смотрите, раскопки и остатки от мумии, посмотрите, которая была замотана. Ребята, запретили мне снимать, где проводились исследования раскопок. Видела, когда эти после раскопок разгребали вот эти мумии, черенки, видела? Вот эти вот бинты от мумии. Вот так вот, ребята, проходят раскопки. Нам запретили снимать. Это хорошо, что не забрали видео, не заставили удалять, потому что были такие нюансы, что они как бы слишком дорожат этой своей. Не знаю, что они там этим оберегают. Ничего такого сверхъестественного, как говорится, какого-нибудь стратегического нет. А людям было бы интересно посмотреть. Но у каждого свои законы.
Решительно хочу внутрь зайти туда. Катя хочет слишком внутрь зайти, испытывает искушение. Потому что, ну, и здесь оно все огорожено. То есть, получается, это просто как такой коридорчик здесь был. Ну, а здесь же больше ничего такого нет, правильно? Ну, сейчас зайдем. Да, а вот посмотрим. туда я хотела зайти. Куда? Туда, ты говоришь, там огороженные, там они сидели. Там интересно посмотреть было бы. Ну, знаешь, как Ну, не если зря бы я говорят. прошла, то запрет- меня никто б не увидел. Да, не зря говорят, запретный плод сладок. И даже мумии не страшно, что если встала там такая рука. А, А мы с вами заходим внутрь. Нас уже Екатерина ждет. Thank you. в мой храм. I'm sorry. Так, и вот так вот он выглядит изнутри. Получается, попадаем мы в холл. Коридор такой. Да, Маленький такой коридор. зала. Несмотря на жару, туристов много. Ну, если считать, что сейчас зима, что для египтян это не жара, то для нас это так, это хорошо, сейчас зима. Вот такой вот вход. Не знаю, будет ли там видно или нет. И вот там усыпальница. Но самой царицы здесь не было. Thank you very much. Это я так Туда понимаю. нельзя. Да, туда надо с той стороны проходить. А, это трон. Да, это вот вход здесь. Алтарь, может, стоял, а может и трон, как Катя говорит, стоял. О, смотрите, ребята, тоже типа саркофага что-то вроде есть. А. Да. Сейчас. Ну пойдем. А что там? Не знаю, через камеру может будет видно. Через эту сетку. А, вот, я видел. Вот это вот комната там. Вот она. Но я не знаю, почему вход туда не закрыт. А что это такое? Пойдем покажу еще что кое-что. Не, смотри. Видишь, как саркофаг все равно. Полукруглый. Но его не стали доставать. Не разрушить конструкцию. А что это такое, даже не знаю. И посмотрите, какая отвесная скала. Храм находится у такой вот отвесной скалы. Очень, конечно, такое впечатляет. Вы представляете, скалы, насколько как они висят, это тоже так, это небезопасно, не очень безопасно. Да, особенно вон та скала, она вообще прямо надвисает. Если там возле той стены стоять, она параллельно на голову. Смотрите, какой хорошо сохранившийся жук-скоробей. Выходим из храма. Могущественного храма. Да, а какие виды, да?
Так, Катя, скажите ваши впечатления о этом храме. Храм очень большой. Очень большой, интересно посмотреть было. Я очень довольна, что я попала сюда. Обязательно приезжайте, обязательно смотрите этот храм. Останетесь восхищены и выйдете с эмоциями. Ну, с храм положительными. Маччепсут обязательно нужно посетить. Может, по этой пойдем? Здесь их очень большое множество. Нам тоже предложили 1, 2, 3. Их можно смотреть, как говорится, без конца. И недели не хватит на все эти достопримечательности. Луксор — это один большой музей. Что приезжайте, Обязательно. посещайте, да. Ну, хорошо бы тоже поучаствовать на раскопках. Ну, вот, как видите, запрещают они снимать. Если так еще могут подпустить, просто посмотреть, то как только видят камеру, они сразу или заставляют стирать, или выгоняют. Если вовремя не уйдешь, то могут заставить стереть видео. Ой, так хорошо, здесь ветерок. Да, а вот уже мы спустились пониже, и здесь уже такой ветерок, потому что там вверху очень жарко, потому что ветер не продувал, потому что со всех сторон, вот вы видите, скалы. Как И они туда, вообще здесь жили, да? ну да, ты вот зимой такая температура, а ты представляешь, что летом тут вообще Тут бомба. вообще с ума сойти можно. Ну, если там на побережье, там Хургада, там немножко морской бриз и немножко ветром продувает, то здесь вот, где скалы, горы, здесь ветра нету, здесь такая же духота, жара стоит, это жесть. Мы на этом не останавливаемся. Нас жара не пугает. Да. Что нам холод, что нам зной, что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной. Давай нашу песенку споем. Эта песенка Не. была уже в Дубае. По синему морю, зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. Плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву как единственной маме на свете. Плыву я сквозь бури и ветер, к единственной маме на свете. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. А мы у подножия храма Маччепсут. Хатшепсут. Хатшепсут. Почему у тебя Матшепсут? Да. Так что, ребята, отдыхайте, путешествуйте. Всего вам хорошего. А мы двигаемся дальше. От вас, конечно, лайки, колокольчики, ну и подписка. В машине нашей стало приятно пахнуть. Водитель. Да, лимузин. Ясмин. Водитель Жасмин, Клеопатра. Клеопатра. Да. Ароматизировал автомобиль. Кстати, стало приятно, да? Даже ехать. Даже комфортно. Ты как Нефертари или Нефертити. Да? Ramses Это- II. Да. А это долина царей, да? Да. Ребята, а вот так вот проходят раскопки. Сейчас я подойду поближе, если разрешат, и сниму. Но? Да, не разрешают. Да, видите, не разрешают, оберегают свои ценности. Не дали поснимать.
Ребята, смотрите, на какой машине мы ездили. Без болтов. I bring from shopping. Да. One, yes. Болта не было? Да, Limousine, no problem. А, техника. лимузин без проблем, но кажется, он с проблемами.